Всем привет, с вами Рубин Гик, и сегодня у нас новостной выпуск. Что произошло в мире аниме, что, как, почему и где. Собственно, подумал тут еще, может быть, создать новое что-то и, допустим, топ-3 анимешки выпускать или топ-10 там, в общем, топчики выпускать. Потому что, исходя из своих аниме, я сам для себя, то есть из своих аниме новостей сам у себя подчеркнул парочку анимешек, которые сейчас смотрю. В общем, я думаю, а вы пишите в комментариях, стоит, не стоит, и так далее. В общем, погнали! Хей-хей! Итак, новость номер 1. Магическая битва 0 обошла по сборам в японском прокате аниме «Красавица и дракон» и детектив Конан «Алая пуля». Полнометражный приквел аниме сериала «Магическая битва» обошел по сборам в японском прокате аниме «Красавица и дракон» и детектив Конан «Алая пуля». Сборы «Магической битвы 0» за 18 дней превысили 7,71 миллиардов йен. Это около 67 миллионов долларов при более чем 5,67 миллионов проданных билетов. Аниме «Красавица и дракон» в прошлом году заработало 6,5 миллиардов йен, а детектив Конан «Алая пуля» 7,5 миллиардов йен. На данный момент Евангелион 3.0 плюс 1.01 как-то раз со своими 10,2 миллиардов йен является единственным фильмом 2021 года, который собрал в японском прокате больше «Магической битвы 0». «Магическая битва 0» вышла в Японии 24 декабря 2021 года. Фильм сняла студия МАПА, ответственная за аниме-сериал «Магическая битва». Сериалы и фильмы основаны на манге Гёге Акутами. Фильм снят по нулевому тому манги «Магическая битва». Юта Коцу, старшеклассник, стремящийся к смерти, страдающий из-за Рики, своей подруги детства, которая превратилась в проклятие. Поскольку Рика не является обычным проклятием, на это выходит Сатору Гёдзе, учитель магическим техникум, где обучает борьбе с такими. Сатору убеждает Юту поступить в техникум. Но сможет ли он выучить достаточно, чтобы противостоять преследующему его проклятию? В общем, «Магическая 0» уже третий раз у меня в 3 выпусках подряд. В принципе, прикольно. Саму анимешку я посмотрел первый сезон, жду второго сезона. И хотелось бы глянуть, конечно, Zero. Помчали дальше. Итак, вторая новость. Самая продаваемая манга в Японии за декабрь 2021 года. Вышел рейтинг самой продаваемой манги с 29 ноября по 26 декабря 2021 года. Итак, первое место «Токийские мстители» 1 858 473 йена. One Piece 1 693 608. Магическая битва 1 400 018. На четвертом месте Кайдзю номер 8 675 483. Истребитель демонов 562 420. О моем перерождении Слиз 521 373. 7, 8, 9 место. Мировой импульс 512 тысяч. Не говори тайна 388 тысяч. Моя геройская академия 371 тысяча. 10, 11, 12 места. One Punch Man занял 10 место. 358 581 йена. Волейбол 303 207 йен. Blue Lock 288 202 йен. Так, 13 место у нас это «Повесть о конце света» 279 090 йен. «Семья шпион» 265 117 йен. «Девушка-пони» Золушка Грей, это она собрала у нас 254 289 йен. «Монолог фармацевта» 236 тысяч йен. На 17 месте «Золотой камень» 230 тысяч йен. «Царство» 215 тысяч. «Жемчуг дракона» 213 тысяч. И «Госпожа Каго» в «Любви как на войне» 209 249 йен. Это было 20 место и неплохие сборы в принципе. Так, манга «Токийские мстители» остается на первом месте, чему помог новый 25-й том. Он поступил в продажу 17 декабря и за отчетный период продажи составили 720 725 копий. Новый том манги «Магической битвы» вышел 25 декабря. Всего за 2 дня продано 667 857 копий стандартного и 122 4 копии ограниченного издания.
3 декабря вышли новые тома One Piece и Кайдзю номер 8. 1 535 846 и 584 995 реализованных копий соответственно. Манга-адаптация серии Ранобы о моем перерождении с Лис продолжает демонстрировать завидную популярность. С 9 декабря продано 400 948 копий свежего 19-го тома. У манги «Не говори тайна» 10 декабря вышел новый том. Его продажи составили 247 506 копий, а с 10 января на японском ТВ стартует дорама по манге. Удивительный показатель демонстрирует манга девушки-пони Золушка Грей. Обычно серии, основанные на аниме и играх, большой популярностью не пользуются. Тем не менее, продажи 5-го тома за 10 дней составили 194 865 копий. Охренеть. Да, нормально, прикольно. Вот такой вот у нас рейтинг топ-20 самых продаваемых манги в Японии. Но в Японии это отдельная, уже можно сказать, наверное, религия. Вот. Ну, в общем, погнали дальше. Третья новость. Вышаг! Анонс аниме о школьницах-комедиантках. Во время стрима Тэппен состоялся анонс телевизионного аниме «Вышаг». Сериал выйдет в этом году. Оригинальная манга основана на образах трио Сейджи Санс Шимай Тим Y, состоящего из Сэй Микой Сатаки, Геркул Бартон в сериале «Детективное агентство» Милки Холмс, Пиотон в сериале «Это Тама», Айми Касуми, Таяма в сериале «Громкая мечта», Юрий Амагаки в сериале «Битва через 5 секунд после встречи» и Аяса Ито, Ариса Ичигай в сериале «Громкая мечта», Кауроку Ханагай в сериале «Девушки на сцене. Звездное ревью», Яйо и Сакамото, страстная поклонница комедии и комиков, поступает в частную старшую школу Казуки в Намби, развлекательный район Осаки. Она снова встречает Йомогито Кахаши, подруги детства, с которой они когда-то выступали как комедийный дуэт Канамонзу. Блять, какие слова сложные, пипец. Так, ладно. Подруги сразу решают поучаствовать в конкурсе местного торгового района, и в этот момент их окликает загадочная девушка. Сценарист Инуджин и иллюстратор Намамуги выпускает мангу в журнале Monthly Bushiroad с января 2021 года. Второй том выйдет 20 января. В официальном анонсе название аниме указано как «Вышаг» с 15 восклицательными знаками. В названии манги их всего 3. Автор уверяет, что такое количество восклицательных знаков имеет смысл. Ну, посмотрим, дождемся и увидим, собственно. Вот такая вот третья новость. Бам-бам! Ну, ребят, такой вот у нас интересный выпуск вышел. В общем, пишите по поводу нового этого, как вам зайдет, не зайдет, насчет топ-3, топ-10. Короче, топчики аниме выкладывать, чтобы вам было интересно. Если, допустим, не знаете, что посмотреть, я буду вам помогать. Короче, все. С вами был Рубин Гик. Всем добра, всем пока. Хей-хей.